Основы этого ритуала уходят корнями в глубокую древность. В древние времена, когда был просто безнадежный случай, ведьмы и колдуны советовали человеку призвать на помощь те души, которые оставили свое имя в истории, те души, которые более всего запомнились человечеству, которые стали этнархом какого-либо племени или народа. Призвать их на помощь, просить их помощи и потом откупиться. То есть войти под их защиту. И подобные ритуалы совершались в древние времена. Кто-то призывал этнархов какой-либо нации, родоначальников. Но это было в древние времена. С приходом иудаизма после христианства более всего призываемые, более часто, скажем так, вспоминались человечеству кто? Предки евреев. Евреи. Один из хананейских племен, который отделился, ушел, и, собственно, они стали абсолютно отдельной нацией со своими традициями, обычаями, культурой. Те, которые привели иудаизм, и через иудаизм христианство, через христианство ислам, то есть основатели 3 мировых религий. Но то, что мы сейчас проводим, не имеет отношения ни к иудаизму, ни к христианству, ни к исламу. Дело в том, что этих людей очень часто вспоминали, о них говорили и говорят до сих пор. Именно поэтому эти души подпитывались энергией, подпитываются как можно больше. Вы понимаете, для чего евреи создали эти религии? Они признаются и говорят. А смысл в том, видите, разлетелись эти шонги. Смысл в том, что чем чаще говорят об ушедшем человеке, об ушедшей душе, тем больше подпитывается энергией эта душа. Создавая определенные религии, они себя обезопасили. И можно сказать, они себя приговорили к вечности, как народ, как нация. Не просто так этот народ через 2000 лет вернул себе родину. Я не знаю таких народов, которые через 2000 лет могут вернуть себе родину. Создать абсолютно новую родину. Они это сделали. Почему? Потому что чем больше народы говорят об их предках, об их этнархах, тем больше они питают корни именно еврейского народа. Потому что многие традиции, обычаи, религии сегодняшних – это еврейские традиции, обычаи. То же самое обрезание, то же самое венчание, то же самое крещение, которые немножко перевернуты, но еврейские обычаи. Понимаете, насколько разумно они поступили? Они знали, что это такое, чего не знали народы и не знают до сих пор. И они знают тайное предназначение своей религии, своего народа. Они знают, что чем чаще люди говорят про Авраама, Исаака, про Якова, Сару, про их предков, тем больше корни еврейского народа питается энергией, а значит, они нерушимы. Теперь понимаете, очень глубокий смысл вложен в это все, и я говорила о разных моментах всего этого. Откройте, посмотрите, память – это сила. Мою лекцию, поймете, о чем я говорю. Так вот, еще раз говорю, этот ритуал не имеет отношения ни к одной религии. Этот ритуал обращения к тем самым душам, о которых чаще всего в этом мире говорится. Если в древние времена колдуны, ведьмы давали человеку такой совет обращаться к душам, этнархам какого-либо народа, которые более популярны и сильны, и они это делали, и тогда, может быть, были популярны этнархи римлян, этнархи армян, этнархи еще кого-нибудь, то потом с принятием различных верований
более всего, чаще всего призываемы и чаще всего говорили об этнархах еврейского народа. Поэтому мы с вами обращаемся к тем самым сильным душам, которые считаются легион вечных, к этнархам еврейского народа. То есть почему? Я вам объяснила. Смысл не в том, чтобы, как вам сказать, присоединиться к этому эгрегору. Нет, смысл в том, что эти души чаще всего призываемые, чаще всего о них помнят и говорят, и поэтому они сильны и могут защитить в эту минуту, в данный момент нашего времени. 7 этнархов еврейского народа, 7 душ вечных, вечного легиона. Когда у вас в жизни просто непреодолимые трудности, какие-то страшные времена, вам грозит срок, вам грозит какое-то неприятное какое-то состояние, либо у вас ребенок на войне, либо вы переживаете, у вас там семья находится на грани чего-то. Призывайте 7 этнархов еврейского народа 7 ночей кряду. То есть каждый раз по 7 свечей вам нужно припастись, зажигать, 7 раз читать, ждать, пока они догорят, огарки собрать. В конце, когда уже полностью все будет сделано, эти 7 ночей кряду, и когда все у вас пройдет, когда у вас все образумится, все как бы произойдет так, как вам хочется, вы делаете следующее. Эти огарки свечей и по 7 монет за каждую вызываемую душу, то есть откуп. 7 раз 7. Различные могут быть монеты. Подходите к первому дереву, кладете на землю связку с этими огарками свечей, 7 монет, и говорите: откупаюсь от такого-то, вот кого призвали. Потом скажу именно. Эти свечи там оставляйте. Уже к следующему дереву подходите только с 7 монетами. Кладете эти монеты на землю, говорите: откупаюсь от такого-то. И так далее. 7 деревьев обходите, только вначале оставляя огарки свечей, и уходите. Вы от них откупились. В следующий раз, когда у вас будут подобные проблемы, точно так же можете обратиться. Я вас уверяю, что ваша проблема за короткое время сойдет на нет. Потому что эти души придут на помощь, как покровители. Итак, читать нужно 7 раз. И что бы у вас ни случилось, пытается ли вам навредить, пытается ли очернить ваше имя, в любом случае у этих людей ничего не получится, как бы они ни старались. Очень может быть, что даже окончится у них трагически. Итак. О легион вечных душ, сыны и матери Израилева, Авраам, Ицхак, Яков, Сара, Ревека, Рахиль и Лея, придите на помощь. Власть, вместе с душами из Ган-Эден. Вам вечная слава и память, а мне спасение от беды. Да будет так, заклято. О легион вечных душ, сотни... Я же устала, у меня все уже двоится. О легион вечных душ, сыны и матери Израилева, Авраам, Ицхак, Яков, Сара, Ревека, Рахиль и Лея, придите на помощь вместе с душами из Ган-Эден. Вам вечная слава и память, а мне спасение от беды. Да будет так. Ган-Эден – это как и рай, как бы лучшее место после смерти. Но в другом таком объяснении это как бы избранное место, место избранных душ. Те, которым кажется, что этот ритуал для евреев лучше подходит, чем для других людей, вы сильно ошибаетесь. Такие души, они не отличают. Для них все равно, кто призывает, кто готов их питать энергией, тому они помогают, какой бы нации вы ни были. О легион вечных душ, сыны и матери Израилева, Авраам, Ицхак, Яков, Сара, Ревека, Рахиль и Лея,
Придите на помощь. Вместе с душами из Ган-Эден. Вам вечная слава и память, а мне спасение от бед. Да будет так, заклято. О легион вечных душ, сыны и матери Израилева, Авраам, Ицхак, Яков, Сара, Ревека, Рахиль и Лея, придите на помощь вместе с душами из Ган-Эден. Вам вечная слава и память, а мне спасение от бед. Да будет так, заклято. Проведите этот ритуал. Это очень сильная защита. И тут же ваши опасения сойдут на нет. И потом, естественно, не забудьте благодарить эти души. А почему именно эти души призываем, я вам уже объяснила. Всего хорошего.